Всем привет, с вами Даша, и сегодня я буду строить танк, который довольно часто в последнее время мелькает в новостях. Это Меркава, израильский танк, а это модель от фирмы Менк, и она в 35-м масштабе, и причем этот набор довольно старый, ему практически 10 лет, это модель 2012 года. И в этом видео я расскажу, как я строю эту модель и какие впечатления у меня об этой фирме. Итак, поехали. Мои зрители меня часто упрекают в том, что я редко собираю модели от других фирм. И да, основной мой репертуар – это звезда и АВД. И тут есть две причины. АВД представляет мой любимый масштаб 43-й, и также мою любимую тематику – это гражданские автомобили. А звезда радует регулярными новинками, которые интересны мне и широкой аудитории. Но иногда я люблю пособирать и модели от других фирм, в том числе от Менк. И скажу крамольную мысль. Но Менк, по крайней мере, именно эта модель уступает большинству новинок от звезды. Например, я недавно собирала модель BMP3 от звезды, и видео о работе над этой моделью скоро выйдет у меня на канале. И у этой модели меня поразило качество стыковки деталей, причем стыковки больших габаритных деталей. А у Менка получилось совсем не так. Мне пришлось изрядно поработать над каждой деталью Меркавы, чтобы добиться адекватного состояния деталей перед ее приклеиванием. Купить модели от разных фирм, в том числе от Менк, можно в магазине «Модельная лавка». Там также появился широкий ассортимент компрессоров и аэрографов от фирмы Machete. И некоторые из них, например, использую и я. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И тут надо понимать, что у Менка разные модели по качеству. Например, ровно год назад я строила модель танка Т-72Б3 от того же Менка, и та модель была на голову лучше новейших изделий от звезды. И особенно мне понравилось работать над движущимися гусеницами, это было довольно интересно. Так что модель от определенной фирмы – это не обязательно залог качества. Вы сравните, например, линейку Т-72 от звезды с теми же моделями танков Т-62, и это две большие разницы. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Бусти. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Бусти. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. А самая интересная деталь этой модели – это металлическая пластина из очень мягкого материала. Это и не олово, и не медь. Это очень пластичные материалы, с ним очень прикольно работать. А из металла в этой модели делаются щиты на задний борт башни для последующего нанесения на них тактических знаков. А Меркава у меня получилась просто огромная, но все современные танки довольно крупные, но Меркава побила все возможные допущения. И она у меня еле помещается в окрасочную камеру. А окраску израильского танка я начала с грунтовки. И грунтую я модель серым грунтом из баллончика от фирмы «Звезда». И расход на такую модель очень большой. Но зато ничего не идет мимо, так как промахнуться по такой модели довольно сложно. И потом я нарисую предварительные тени черным цветом. И для окраски этой модели я использую спиртовые краски от Gemscale. Я наконец разобралась, как ими пользоваться. И на это мне потребовалось несколько месяцев. В общем, их ни в коем случае нельзя разбавлять спиртом, пусть даже с минимальным количеством воды. Иначе краска сворачивается и летит комьями и дает шангрень. В идеале их надо растворять фирменным разбавителем от Gemscale, но он на базе ацетона. Или же чистым ацетоном. Но ацетон может растворить пластик, и для спиртовых красок я обязательно рекомендую загрунтовывать поверхность. И в отличие от водных акрилов, которыми можно красить по голому пластику. И даже если вы будете красить красками, разбавленными ацетоном без грунта, то по заверениям производителя повредится только микронный слой пластика, который не должен повлиять на рельеф модели. А у израильских танков особый, не похожий ни на что цвет. Это серо-зеленый песочный, и у Gemscale есть в палитре такой оттенок, но у меня его в наличии нет. И поэтому я намешала его из оливкового и сирийского песочного примерно 1 к 1. И потом я добавляю чуть больше песочного цвета в основную смесь и высветляю некоторые участки танка. И теперь настало время ручных работ. И обратите внимание, что все это время Меркава размещалась у меня на специальной танковой держалке. Она магнитная, а внутри корпуса есть магнит, и на самой держалке тоже есть магнит. И таким образом модель отлично держится и никуда не падает. И танком легко манипулировать, не касаясь до свежевыкрашенного слоя краски. И я решила вначале собрать гусеницы и красить их уже на готовой модели. И на это есть две причины. И первое, что большая часть гусениц будет скрыта развитым экраном. И в отличие от модели Т-72, тут самые обыкновенные наборные гусеницы без шарниров. То есть их полностью собрать, а потом покрасить будет довольно сложно, так как им тяжело соблюдать форму. А если красить каждый трак по отдельности, это будет долго и будет большой расход краски. И клеить окрашенные детали на суперклей я не очень люблю.
И также окраске подвергнутся брызговики, которые должны быть черными и матовыми, а красным цветом я обозначу заднюю светотехнику Меркавы и также прокрашу шансовый инструмент, хоть и на готовой модели он будет скрыт башней, и также окрашу красные элементы на бортах машины. Я не очень понимаю их назначение, может быть, знатоки в комментариях мне подскажут. Меркава – один из наиболее известных современных танков в мире, и он занимает второе место среди лучших танков планеты по западным рейтингам, а конструкция этой машины уникальна и не имеет аналогов среди современных танков. До середины 1950-х годов Израиль не имел танков и танковых войск, и лишь перед войной 1956 года из Франции была получена небольшая партия легких танков АМХ-13 с 75-мм пушками. После этой войны была разработана программа строительства вооруженных сил, и в соответствии с которой танковые войска становились ядром сухопутных войск, и были приняты меры по резкому увеличению танкового парка. С этой целью в Великобритании были закуплены танки «Центурион», а затем в США танки М48 и позже М60 различных модификаций. И кроме того, в составе парка имелись танки существенно более ранних выпусков, такие как американские танки времен Второй мировой войны, это М4 «Шерман», а после Третьей арабо-израильской войны в 1967 году в танковом парке Израиля появилось свыше 500 трофейных танков, такие как Т-54, Т-55 и Т-62 советского производства. И также мне предстоит покрасить пулеметы, а их огромное количество явно намекает на то, что этот танк предназначен в первую очередь для борьбы с самой серьезной армией в мире. Израильское военное руководство, понимая трудности поддержания в боевой готовности столь разнотипного парка, существенную часть которого составляют морально и физически устаревшие танки, затратило очень много сил и средств на их модернизацию, и при этом ставила задача не только поднять уровень боевых и технических характеристик старых танков до современных требований, но и добиться высокой степени унификации танков различной конструкции между собой. И прежде всего это относится к унификации танков по боеприпасам, топливу, маслу и другим эксплуатационным материалам. Проведение работ по глубокой и целенаправленной модернизации потребовало значительных вложений в промышленность и позволило не только накопить конструкторский и производственный опыт, но и создать предпосылки для разработки собственного танка, который в наибольшей степени отвечает специфическим условиям Ближневосточного театра военных действий и также требованиям израильской армии. А теперь я займусь смывкой, и смывка – это жидкая масляная краска, которая благодаря своим свойствам масла отлично растекается и занимает все пустоты рельефа, а благодаря темному цвету отлично выделяет рельеф. А для базового цвета Меркава отлично подойдет смывка темно-коричневого цвета, а излишки я удаляю художественным white-спиритом. В начале 70-х годов прошлого века правительство Израиля одобрило программу национальной разработки танка Меркава. В проектировании и изготовлении данной машины участвовали многие израильские предприятия, а также привлекались, кроме того, и зарубежные специалисты и фирмы. И уже в начале работ выяснилось, что для производства танков Меркава израильская промышленность не сможет их обеспечить литыми и катанными броневыми листами и другими деталями, а также двигателем, трансмиссией и еще многими конструктивными элементами и оборудованием. Большая помощь в осуществлении разработки и производства танка была оказана Соединенными Штатами, которые, в частности, на начальном этапе предоставили кредит в размере $120 миллионов. Наношу декали, и тут их немного, и они непонятные. И, судя по всему, это обозначение взвода или порядковый номер машины. Именно в таком виде Меркавы штурмовали Газу в 2006 году. Так что история циклична, и все повторяется все снова и снова. Прием масляной точки обязан значительно преобразить модель, и я придам Меркаве больше разнообразия оттенков, благодаря чему она будет смотреться максимально интересно, и я растушевываю точки кисточкой, смоченной в white-спирите. Производство танков Меркава началось в 1979 году, и причем из-за рубежа поступало до 30% конструктивных элементов машины. На предприятиях, где собирались корпус и башня, поставлялись американские двигатели и трансмиссии, а также 105-мм нарезная пушка, которая изготавливалась по американской лицензии, а система управления огнем и средства связи израильского производства. А согласно основным требованиям, усилия разработчиков танка Меркава были направлены на обеспечение его максимальной живучести и защиты экипажа. И вследствие этого танк имеет увеличенный по сравнению с сопоставимыми западными образцами боевой вес в 60 тонн и необычную компоновку. И для усиления защиты экипажа двигатель с трансмиссией, расположенный в носовой части корпуса, и служит таким образом дополнительной преградой для снаряда в случае пробития им лобовой многослойной разнесенной брони, установленной под большим углом наклона.
Кроме того, такое размещение моторно-трансмиссионного отделения позволило высвободить значительный забронированный объем кормовой части машины для размещения дополнительного количества боеприпасов. И в этом же отсеке при необходимости вместо боеприпасов можно перевозить и пехотный десант до 10 человек, а заостренная от бортов к носовой части форма сварной башни наряду с применением в ее конструкции многослойной брони делает ее малоуязвимой для огня противника. Методом сухая кисть я выделю рельеф Меркавы, тут он довольно сильно развит. Также я пожелезню траки и пулеметы и сухими пигментами запылю боевую колесницу палестинской пылью. Первый публичный показ танков Меркава первого поколения состоялся в июле 1979 года в День независимости Израиля на центральном стадионе Иерусалима. Боевое крещение Меркавы получили в 1982 году. В ходе боевых действий было подбито около 50 танков Меркава первого поколения, причем большую часть их впоследствии восстановили, а в результате безвозвратные потери составили всего лишь 7 машин. А кстати, на моем втором канале Даша Техник вышло большое видео о дебюте этих танков, и также в этом видео я рассказываю о первой встрече Меркав с Т-72. И пигментами оттенка сажи я покрою выхлопную систему танка. И вот такая Меркава у меня получилась, и именно Меркава. Так многие мне пишут, как правильно произносить этот танк, и я думаю, они правы, так как в иврите чаще всего ударение на последний слог. И надеюсь, это видео вам понравилось, и оно вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч, пока-пока, а эта модель отправляется своему заказчику.